Всем огромный привет! Друзья, хочу сегодня показать вам еще одну мою идею по переработке старых полотенец. Буду сегодня шить сменную насадку для швабры. Мне понадобится, естественно, старое полотенце и полиэтиленовый пакет. Снимаю выкройки со швабры. Мне понадобится их 3 штуки. Выкройки делаю на довольно плотной бумаге. Сегодня у меня это остатки старых неиспользованных обоев. Последней выкройке мне понадобится боковая часть швабры. Здесь вырезаю только ту часть, которая отмечена птичкой. Это выкройка деталей верхних захватов сменной насадки. Ну и еще мне понадобится 2 части основной выкройки. Итак, у меня есть выкройка основания швабры, и она у меня длиной 40,5 сантиметров. Полотенце я буду использовать махровую часть отсюда до сюда, и она у меня 76 сантиметров. И мне сейчас нужно выкройку эту растянуть на 76 сантиметров. Делать я это буду следующим образом. На новом листе бумаги отмечаю 76 сантиметров. Нахожу середину. Так, 76 пополам 35. 38 и 40,5, нахожу середину здесь, это будет 22, совмещаю середины и разрезаю выкройку швабры пополам. И в принципе мне вот эти половинки все нужно растянуть на 76 сантиметров. Значит, делю здесь еще где-то пополам, но уже не буду вымерять, сантиметров примерно на глаз. Здесь пополам, эту еще пополам. Продолжаю разрезать выкройку на части до тех пор, пока разрыв между деталями не составит примерно где-то 2-3 сантиметра. Так, ну и смотрим. Выкладываем примерно с одинаковым расстоянием друг от друга. И у нас разрыв получается где-то 2,5 сантиметра. Таким же образом оформляю вторую половинку выкройки. С двух сторон приклеиваю части разрезанной выкройки. В принципе, можно и не приклеивать, а просто обвести по контуру и наметить края разрыва. Вырезаю уже новую расширенную выкройку. Теперь делаю надрезы по краям наклеенных деталей с двух сторон. Прихватываю иголочками слегка главную выкройку. Обвожу ее по контуру мелом, а теперь отворачиваю каждый разрез и тоже делаю отметки мелом с двух сторон. Заодно готовлю еще одну выкройку основной детали, уже в размере 1 к 1, не расширенную. Деталям даю припуск на шов примерно 1,5 сантиметра. Краю я все детали, как вы видите, в один слой, то есть каждая деталь будет в одном экземпляре. Теперь отступаю от первой метки и соединяю между собой первую и вторую метки. Закалываю ее иголкой перпендикулярно будущему шву. Напротив, зеркально делаю такой же защип. Пропускаю расстояние до следующей метки, которая у меня отмечена, и снова делаю защип. И таким же образом делаю складки по всей площади полотенца. В итоге у меня получилась вот такая вот гусеница.
Теперь мне нужно проверить, подходит ли она к выкройке. Переворачиваю и прикладываю выкройку. Да, все замечательно. Запас остался в припуске шва. Теперь мне нужно прострочить ее. И строчить я буду следующим образом. Притачивать на машинке. Значит, эту сторону я пускаю в этом направлении. Вот так пришиваю. А эта сторона пойдет у меня в противоположном направлении. Получится вот такой вот ёршик. Вот так. Делаю таким образом, чтобы перемычки, которые образовались от складок, имели более объемный вид. Имели бы между собой какое-то пространство, а следовательно, во время работы, то есть мойки, собирали бы лучше воду и пыль. Притачиваю я складки несколько нелогично, против шерсти, можно так сказать. Просто ткань у меня толстая, и если строчить по линии защипов, складки начинают разъезжаться и деформируется форма насадки. Вы же помните, что у меня осталась еще одна деталь. Накладываю их друг на друга и буду пристрачивать по периметру. И еще дам несколько строчек поперек, чтобы общая деталь лучше держала форму уже в готовом изделии. От пакета отрезаю толщинный край с отверстием для ручки. Он мне не нужен. И разрезаю пакет на 4 части. Но так как я выбрала пакет довольно-таки плотный, то решила ограничиться 2 частями. Выкладываю эти детали на бумагу для выпечки и сверху также закрываю их такой же бумагой. Глажу их без пара. Сначала проглаживаю на двоечке, затем переключаю на максимум и глажу еще какое-то совершенно непродолжительное время. В итоге получился довольно эластичный один слой пленки, который благодаря своей многослойности, я надеюсь на это, увеличит срок службы насадки. Из этой пленки вырезаю боковые держатели для насадки. И так как сама швабра, вернее ее рабочая поверхность в моей модели, имеет довольно выпуклую форму, я решила дать немного отступ по бокам на свободное прилегание, примерно около 3 мм. Но забегая вперед, скажу, что потом передумала. И выкраиваю детали с припуском для швов. Эти детальки краю из пленки для того, чтобы, во-первых, облегчить по весу саму насадку, а во-вторых, чтобы минимизировать растяжение ткани в мокром состоянии и, соответственно, улучшить прилегание насадки к основанию швабры. Для обработки края держателя мне понадобится 2 бейки по 20 см примерно. Но эти бейки у меня не косые, я их выкроила по долевой. Насаживаю эти бейки на край детали. Все остальные работы делаю прямой строчкой с максимальным шагом. Примеряюсь на натуре. Буду эти детали из пленки пришивать максимально близко к механизму открывания. Это не позволит насадке сдвигаться со швабры во время работы. Но тут еще важно знать, что чем глубже посадка, тем сложнее одевать насадку на швабру. И вот вы помните, что я при выкраивании давала припуски на свободное прилегание этих деталей. Но я так подумала и решила, что все-таки буду делать все вплотную. Потому что насадка в мокром состоянии может начать перемещаться отдельно от плоскости швабры и работать будет неудобно. Ну и, конечно же, нужно примериться. Все село идеально. И я повторюсь, чтобы ускорить надевание и снимание насадки, то карманы пластиковых захватов можно сделать помельче. И вот такая объемная рабочая поверхность у меня получилась.
Окантовку буду делать я косой бейкой. Я ее подготовила заранее, но в принципе ее можно и купить в магазине легко. Теперь мне нужно выровнять припуски, оставлю где-то, наверное, 0,5-0,7 сантиметра. Косую бейку приметываю сначала вручную. И тут, обратите внимание, важно приметывать и потом уже пристрачивать на машинке, не заходя за имеющийся уже шов, который держит пленку. В противном случае швабра рискует просто не влезть в карман. Приметала косую бейку вручную, приметала ее дважды, чтобы было надежно, потому что у меня толстый край изделия, и при притачивании на машинке он очень легко и просто может выскочить из-под бейки. Ну, держаться-то он будет, но просто будет некрасивый вид. Замечательно, насадка села как влитая. Немножко даже завернулись края. Но тут надо помнить, что когда мы ее опустим в воду, ткань полотенца потянется и посадка будет более свободной, но все равно плотной. И тут вы меня можете спросить, ну и нафига так заморачиваться? Пошел в магазин и купил. Смотрите, можно, конечно, пойти и купить вот такую насадку и долго, очень долго с ней мучиться, пытаясь собрать пыль и грязь с пола. Такие синтетические насадки практически бесполезны. Они электризуются, при повороте головы швабры плохо удерживают мокрую пыль, оставляя ее кусками на полу. Кстати, не смотрите, что на видео много грязи. Я ее для наглядности собирала по всем углам дома. Так вот, хорошо справляются с этой проблемой хлопчатобумажные насадки. Я такие и покупала. И снова отправила за ними в магазин. И вот что там я увидела. 17,38 за половую тряпку. Вы серьезно? Для понимания, это $7. Мне как бы не то чтобы жалко. Хотя нет, кого я обманываю? Мне, конечно, жалко. И вот я хочу показать, как справляется с пылью моя насадка. Просто великолепно. Так же, как и магазинная за $7. Ну и зачем переплачивать? Друзья, ну и как вам моя идея? Оставляйте свое мнение в комментариях и оценивайте видео. Ваши эмоции и реакции помогают развиваться каналу. Сейчас это очень важно. Всем творческих идей и до новых встреч!